Количество или качество – это первый важный момент, который стоит понять в отжиманиях. От скорости выполнения будет зависеть и результат. Отжиматься можно совсем по-разному. Все ошибки начинаются еще с юных лет. Когда вашей целью было сдать норматив, то мы привыкли со школы, что основные требования – это полностью разгибать руки и опускать до 90 градусов в локте. Лишь немногие физруки требуют до касания пола грудью или спичечного коробка. Все подобные нормативы в основном построены на выносливости и количестве раз, то есть кто сделал больше, тот и красавчик. А если еще и на кулаках, то это вообще монстры силы. Но эффективны ли такие нормативы и стоит ли так тренироваться? Минусом у такого варианта будет то, что не особо смотрят на другие важные ошибки в технике. Ну, например, таз сильно опущен, или пятая точка, наоборот, задрана, и маленькая амплитуда, что снижает эффективность, или локти слишком расходятся в сторону, что нежелательно для плечевого пояса. А когда атлет уже хорошенько устал, то начинают отдыхать на ровных руках, или еще это называется висеть на суставах, разворачивая локти вперед, что также негативно сказывается на их здоровье. Конечно, можно делать более технично и тоже большое количество. У меня был результат от пола 120 и на брусьях 85 раз. Отжиманиями можно одновременно укрепить все тело, не только грудные мышцы, а еще и плечи, руки. Вспомогательно работают пресс, ноги и даже спина. Давайте разбираться по качеству техники. Положение корпуса должно образовывать ровную линию. Это можно контролировать лишь с опытом, практикуясь. Попробуйте заснять себя на телефон или стать в упор, лежа возле зеркала. Обычно, когда мы дополнительно напрягаем пресс, ягодицы, то корпус начинает выравниваться. Полезно стоять в планке в таком положении, чтобы привыкнуть. Ноги могут быть на ширине или чуть шире плеч. Для дополнительного равновесия. Так легче. Но стремиться стоит держать их сомкнутыми. Усложненным вариантом будут отжимания ногой на ногу. Так меньше стабилизации и включаются более мелкие мышцы. Наклон носков на себя или от себя, тут уже лучше выбрать золотую середину. Если уводим пятку вперед носка, тяжелее выполнять. Так делают гимнасты. А если назад или на что-то опереть пятку, то так чуть легче отжиматься. По углу в локтях, хоть и принято считать, что чем шире, тем больше работает грудь, но так скорее негативно напрягаются плечи. Это ничем хорошим не закончится через годы тренировок. Если руки идут ближе вдоль корпуса и постановка узкая, так действительно нагрузка смещается с грудных на трицепс. А для мышц груди лучше держать классическую постановку рук, чуть шире плеч и локти отводить под 45 градусов. Давайте еще посмотрим на постановку кистей, положение лопаток, шеи и амплитуду движения во время отжиманий. А также на разные уровни сложности, даже если вы очень слабы или наоборот сильны для классических отжиманий. Ребята, а если вы недавно начали тренировки, либо давно занимаетесь и застряли, хотите быстрее прогрессировать, наверняка у вас накопились много вопросов, и вам будет интересен мой опыт и ошибки. Я тренируюсь с 2011 года и подготовил для вас электронную мини-книгу. Там описаны практичные вещи по тренировкам, сделанные мной ошибки и приведен рацион питания. Если хотите поддержать канал, заходите по ссылке в закрепленном комментарии. Я отправлю книгу каждому за поддержку донатом на символическую сумму. Это моя мотивация улучшать контент и работать дальше. Ну и пишите в личные сообщения, если нужна программа тренировок на рост ОФП, похудение, набор массы или изучение силовых элементов. Двигаемся дальше к сюжету. Положение рук. Если смотреть сбоку, то ладонь находится примерно на уровне низа груди, а локоть сгибается под 90 градусов. Сама постановка рук может быть с разворотом пальцев вперед, вдоль тела. Или я предпочитаю чуть разворачивать пальцы наружу, чтобы снять напряжение с кистей. А если пальцы широко расставлены и чуть согнуты, то так будет чуть легче. Перенося центр тяжести вперед, то есть сдвигая кисть ближе к поясу, мы больше включаем в работу передние и средние части плеч. А если переносим руки вперед, дальше от пояса, то тут работают трицепсы и пресс. Чтобы не было какого-либо дискомфорта в шейном отделе, не нужно чрезмерно задирать голову. Также многие, не замечая, наклоняют голову сильно вниз, клюют носом, и кажется, что отжимаются в полную амплитуду, но со стороны это видим не так.
Еще один момент – это провал в лопатках. Да, вполне нормально, когда при опускании лопатки сводятся, а при выжимании разводятся, и плечами как бы выталкиваем себя дополнительно наверх. Но из-за слабого плечевого пояса и непонимания техники атлеты могут на протяжении всего движения проваливаться в плечах. Это дело стоит исправлять, просто больше обращайте внимание на это и постепенно переучитесь. А что касается амплитуды движения, то тут две основных ошибки. Первое – это отжимание не до конца. Это допускается, когда мы только учимся отжиматься. Но старайтесь как можно скорее избавляться от этого, чтобы не вошло в привычку. Ведь очень ощутимая разница между 30 отжиманиями до касания грудью земли и если мы тоже делаем 30, но на 3-5 сантиметров опускаемся не до конца. Особенно если цель прокачать мышцы, то это все играет роль и потеря амплитуды тут ни к чему. У кого позволяет подготовка, можно пробовать глубокие отжимания, чтобы повысить амплитуду. Это можно делать или на брусьях, или на упорах, в том числе и дома. По различным вариациям и сложности, в отжиманиях их просто десятки, можно запросто потеряться, но я расскажу про самые эффективные. Начальный уровень – это отжимания с колен, но тут не стоит привыкать, лучше сразу перейти на ровные ноги. Просто менять угол наклона, начинать с невысоких опор, потом чуть ниже, лавочки и затем еще более низких брусьев и так перейти к полноценным отжиманиям. Если вы за подход делаете порядка 20-25 раз, то можно переходить на более сложную вариацию. Чем более сложный вид, тем количество раз для перехода на следующий уровень может быть меньше. И достаточно делать раз 10-15, например, в отжиманиях с ногами на стене. Неплохим способом для начинающих будут и отжимания от скамьи, когда руки сзади. Но не опускайтесь ниже 90 градусов, чтобы не создавать перегрузку в плечах. Так, теперь давайте разберем усложненные отжимания. Кстати, для удобного закрепления этого материала я оставлю текстовую расширенную версию в телеграм-канале Владарович. Там же есть и общий чат для обмена опытом с другими атлетами, можно пообщаться, задать вопрос, нас там более 3000 человек. Заглядывайте. Усложненные вариации – это или мы делаем в глубокой амплитуде на брусьях, или заносим ноги на возвышенность. Постепенно, чем выше ноги, тем больше работает плечевой пояс. Еще варианты – это отжимания Ганнибала, которые уже для среднего и выше уровня. Чем ниже мы беремся, тем сложнее. Можно еще и попробовать нижний хват или вот такие отжимания на одной руке. Но не стоит с этим частить, потому что нагрузка немалая. Приближаясь к отжиманиям в стойке, сначала можно попробовать V-образные отжимания. Дальше отжимания у стены, ну и собственно без нее. Есть различные вариации силовых выходов, причем это, конечно, нужно уже уметь и саму стойку. Если чувствуете силы, можно попробовать плеометрику, то есть взрывные отжимания, и начать стоит с ходьбы в отжиманиях, потом постепенно пытаться оторвать от земли руки, делать различные хлопки, это все здорово прокачает и классические отжимания. И вообще, как вы считаете, лучше делать на количество или повышать сложность вариаций отжиманий? И в каком диапазоне повторений тренируетесь вы? Пишите в комментариях. И нажимай на плейлист на экране и смотри другие полезные видео. Атлет спит в каждом из нас, и я его разбужу. Автор сюжета – Владарович.